Я не помню, сколько дней большая вода носила меня в своих объятиях. В какой-то момент моего бессознательного путешествия я почувствовал, как уперся во что-то твердое. Это была деревянная рыбацкая пристань. Собрал последние силы, что оставались во мне, я взобрался на нее. Человек на причале, увидев меня, быстро подошел, достав нож. Послышался лязг металла, и я ощутил, как с моих ног сползла веревка, которая прочно их сковывала. Незнакомец спросил меня на непонятном языке, кто я и как здесь оказался. Меня зовут Пятница. Быстрые ноги. Пятница? Странное имя. Как твои родители могли дать тебе такое имя? Я не знал своих родителей. Так меня назвал Круза. Круза? Кто такой этот Круза? Да так, один старый извращенец. Это он тебя связал и выкинул в большую воду? Нет, это племя каннибалов хотело мной поужинать, но увидел мои жилистые ноги, и они меня выбросили. Ты голоден? Спросил незнакомец и сразу протянул мне жирную рыбешку. Пожарь эту рыбу вон на том костре и подкрепись. И сразу же отправляйся к старейшине, он в пещере. Я взял рыбу и направился к костру. Пожарив рыбу и с удовольствием съев ее, я ощутил прилив сил, и мои ноги снова хотели бежать. И я, не теряя времени, побежал к старейшине в пещеру. Я вошел в пещеру, в которой текла огненная река. На том острове, где я раньше жил, тоже были такие реки, поэтому меня это не удивило. Хоть и выглядело это впечатляюще. В пещере также были синие камни, самые прочные камни, которые я встречал. Из них получаются отличные инструменты: ножи, топоры, молотки. Я набрал этих камней с запасом. За густой листвой я не сразу увидел обрыв. Но ноги меня никогда не подводили, и я удачно приземлился. Войдя во вторую пещеру, я быстро нашел старейшину. Он меня сразу же спросил: Так это ты тот утопленник, которого принесла большая вода на наш остров? Да, это я. Мое имя Пятница, Быстрые ноги. Быстрые ноги? Это хорошо. Но что еще за пятница? Я не знаю, что такое Пятница. Так меня назвал Круза. Круза? Разве этого извращенца еще не съели каннибалы? С чего им его есть? У него с ними какие-то терки. Откуда ты знаком с Круза? 300 больших лун назад я был на том острове и случайно встретился с ним. Он не мог выговорить мое имя, поэтому обращался ко мне Фе, вторник. Я сразу понял, что он извращенец, и уплыл оттуда. Но забудем о нем. Что ты умеешь, Пятница? И чем можешь быть полезен в нашем племени? Мои ноги не знают усталости. Я умею охотиться. Но больше всего я люблю строить. Строить? Нам тебе послали боги, видимо. В нашем племени никто не умеет строить, поэтому мы ютимся в этой пещере. Многие из нас пробовали, но ни у кого не получилось ничего построить путного. Так эти недоделки и стоят, разбросанные по острову. Тогда получается, что море принесло меня туда, где я буду нужен. И я с удовольствием помогу вашему племени. Нет, Пятница, теперь это и твое племя тоже. Мы принимаем тебя к нам. Отдохни с дороги, а завтра поговорим о строительстве. Спасибо, старейшина. Меня большая вода хоть и носила в своих объятиях до посинения, но я так рад снова стоять на земле, что не смогу прямо сейчас уснуть. Мне нужно немного побегать, осмотреться, размяться. Хорошо, раз так, то помоги мне с этими сорняками и можешь осмотреть остров. Я быстро убрал сорняки на грядках старейшины и пошел промочить горло в источнике. На тихой глади родниковой воды отразилась моя маска. Ну что, Пятница, ты снова обманул судьбу? И жизнь дает тебе второй шанс на новом острове, в новой семье? Вдоволь напившись воды, я выбежал из пещеры. От выхода шла тропинка, и я во всю силу побежал по ней. Остров утопал в зелени, деревьях, был даже бамбук. Встречалось множество истуканов, а за очередным поворотом я увидел капище. Остановившись возле него, я вознес молитву, и она была услышана. Это еще больше меня воодушевило, и я устремился по тропинке, идущей через бамбуковую рощу в гору. Поднявшись на вершину, я осмотрелся. Передо мной открылся обширный вид на огненную гору, и я устремился по тропинке в эту сторону. Пробежав мимо расщелины, я увидел реку. Солнце было уже в зените, и она манила к себе прохладой и свежестью. Спустившись вниз, я заметил еще одно капище и также вознес молитвы, и они также были услышаны. Посредине реки стояло нечто, что должно было быть каким-то строением. Оно выглядело настолько безобразно, что появилось жгучее желание снести его немедленно. Как только последняя деревяшка пала, я заметил еще одно такое же безобразие, и оно также было разобрано до последней лианы.
Я направился вдоль реки. Река была совсем мелкая. А в прозрачной воде целыми косяками, важно, плавали рыбы, не обращая на меня никакого внимания. Добежав до скал, с которых срывался водопад, я повернул направо и наткнулся еще на одно строение. Его постигла та же участь, что и предыдущие два. На поляне резвились зайцы, и они явно делали это с какой-то насмешкой надо мной, бросая вызов моим охотничьим навыкам. Несмотря на то, что я уже изрядно устал, я решил переподать урок этим самоуверенным наглецам. Усталость накрывала меня все сильнее, и я решил вернуться в пещеру и наконец-то выспаться. Но за очередным поворотом я опять наткнулся на резвящихся зайцев и какой-то зверушки, которую я раньше не видел. Они хохотали надо мной еще сильнее, чем предыдущие два. Такой дерзости я простить не мог, и мое копье уже летело в их сторону. Далее тропинка вывела меня на высохшее болото, где из зарослей тростника я услышал знакомое бурчание важной птицы. Пройти мимо такой отличной добычи я не мог. Закончив с охотой, я вышел с болота на большую поляну, с которой открывался вид на большую воду. Поднявшись еще выше, я набрел на две постройки, Сколько же еще не сделали попыток что-то построить? подумал я. Усталость уже начинала валить меня с ног. Если я в скорости не добегу до ночлега, то свалюсь где ни попадя. На вершине горы я увидел еще одно капище, и моя молитва была услышана и здесь. Тропинка вывела меня на берег большой воды, где меня встретило еще одно безобразное строение. Мои силы уже полностью меня покинули, но желание разобраться с ним было сильнее. Но все же усталость победила, и я свалился обессиленный, так и не покончив с ним. Очнулся я уже в пещере на лежанке. Я сразу же направился к старейшине. Ну что, выспался, блудный сын? Не успел еще освоиться, а уже ослушался моего совета? Я не ослушался, просто ноги затекли, пока меня большая вода носила. И я решил их размять перед сном. И заодно разобрал несколько неудачных построек и поохотился. Скажи спасибо нашему следопыту, что за сотни шагов чует зверя. Так бы тебя вечно голодные птицы за ночь выклевали на той поляне. Ладно, поручение мое слушай. У нас закончились все инструменты, а мастерская, в которой их делал мастеровой, сгорела от небесной стрелы. Так что найди подходящее место для новой и отстрой. Там и ночлежка твоя будет заодно. Это я с удовольствием. Сегодня сделаю. Ответил я и побежал на выход из пещеры. И вещи свои не забудь забрать с берега. Сказал старейшина мне вдогонку. Да, точно, мои вещи. Они же там и лежат на берегу. Сначала нужно сходить за ними. Быстро добежал до места, где сознание меня покинуло вчера, я забрал свои вещи и закончил снос постройки. Левый берег был полностью мной исследован вчера, поэтому я устремился к реке, чтобы сначала исследовать правый берег, а уже потом решить, где строить мастерскую. Выйдя к реке, я увидел почти достроенную рыбацкую лачугу. Но она стояла очень близко к большой воде, и там было очень мало рыбы, поэтому ее также стоило снести, что я и сделал. Пробежав по берегу, я поднялся на очень просторную поляну. Пара зайцев снова мне бросили вызов, и я его принял. Забрав добычу и разобрал две постройки, я спустился в очень уютную лагуну. Но строить у большой воды у меня желания не было. Поэтому я углубился в чащу, где на уютной, засланной цветами поляне я нашел еще одно капище. И снова мои молитвы были услышаны. Я решил идти вдоль скал через эту замечательную цветочную поляну. Уже вечерело, и нужно было срочно принимать решение, где начинать строительство мастерской.
Пробежав еще пару сотен шагов, я нашел уютное место. Кроны мощных и высоких деревьев сливались в единый ковер, который укрывал в полдень от знойного солнца. А сразу за обрывом слышался гул огненной реки. Хоть такая близость и была опасной, но ощущение уюта этого места было сильнее. Срезав лианы, я приступил к постройке своей хижины мастерской. Я управился очень быстро. И у меня оставались еще силы, чтобы построить что-то еще. Но я решил вернуться к старейшине, чтобы порадовать его тем, что его поручение выполнено. Пробегая мимо верхних костров, на которых обычно поварихи готовили еду, я услышал, как меня позвали. Пятница, ты меня ищешь. Это был старейшина. Поднявшись к нему, я рассказал, что уже построил хижину-мастерскую. Твои руки так же быстры, как и твои ноги. Сказал с прищуром старейшина. И это хорошо, потому что наш рыбак приболел, а рыба закончилась. Я как раз хотел сходить на рыбалку и освежиться после долгого дня. Хорошо, только не засиживайся долго. Ее еще испечь на костре нужно. А повариха наша любит лечь пораньше. Хорошо. Ответил я и побежал к реке. Уже начинало темнеть, и рыбу было очень трудно различить, хоть и вода была кристально чистой. Круза хоть и был извращенцем, но научил меня технике сумеречного зрения, применив которую рыба стала видна для меня, как ясным днем, а может даже и лучше. Рыбы было так много, что разбегались глаза. Словив с десяток рыбешек, я вернулся к старейшине. Как улов. Спросил старейшина. Словил с десяток жирных рыбешек. Ответил я, протягивая ему свой улов. Ух, жирненькая. Произнес старейшина. И в этот же миг вечернюю тишину прорезал оглушающий рев и грохот. Я повернулся и увидел, как из чрева огненной горы вырвалось пламя. Видимо, боги из-за чего-то гневаются. Не на меня ли? Подумал я. Старейшина, как будто прочитав мои мысли, воскликнул. Боги гневаются, что ты уже 2 дня на этой земле, а все еще не принес им молитву и подношение на алтаре. Отправляйся немедленно на алтарь и сделай это. Мои ноги понесли меня к алтарю, который располагался в пещере. Собрав лучших цветов у входа в пещеру для подношения, я вошел внутрь. На входе к алтарю меня встречали высеченные в камне истуканы. В центре алтаря росло величественное дерево, корни которого расползались по всей пещере. Я сделал из собранных цветов и сухих веток ладан, положил его на жертвенный камень и зажег. Пламя вспыхнуло и быстро разрослось, как будто от кострища, но оно не обжигало, как обычный огонь. Я увидел образ огненной горы, которая изрыгала пламя, в десятки раз больше, чем сегодня. А затем я увидел огромное каноэ, которое пронеслось возле огненной горы и уплыло вдаль. В глазах на миг потемнело. Как только я пришел в себя, я сразу же побежал к старейшине, чтобы рассказать ему об увиденных образах. Выбежав из пещеры, я увидел, что уже наступило утро. Усталость навалилась на меня тяжелой ношей. Старейшина ждал там же, у верхних костров. Старейшина, мне было видение на алтаре. Крикнул я, подбегая к нему. Что ты видел, Пятница? Спросил старейшина. В его голосе чувствовалась тревога. Я видел, как огненная гора изрыгает жуткое пламя. В десятки раз больше, чем мы видели вчера. Еще я видел каноэ. Огромное каноэ, на котором могли бы поместиться сотни людей. Что это значит, старейшина? Спросил я. Боги дают нам знак, что эта земля обречена и грядет большая боль и страдания для всякого, кто не покинет ее. Но у нас еще есть время, чтобы исполнить волю богов и сохранить наши жизни. Каким образом? Спросил я нетерпеливо. Боги позвали именно тебя, чтобы показать, что ты должен построить для этого то самое гигантское каноэ. Но в одиночку мы с этой задачей не справимся. Нам нужно объединиться с теми, кто ранее ушел из нашего племени в другие части острова. Но для этого нужно придумать, как туда добраться. Огненная река отрезала нас от остального острова 100 лун назад. Но прежде всего нужно заготовить все необходимое для строительства. У нас еще есть время, но нужно спешить. С чего же мне начать? Спросил я. Начни с пропитания. Наша река всегда славилась рыбой. Нужно ее заготовить как можно больше. А для этого нужна хижина для рыболова. Можешь ее построить? Конечно, смогу. Ответил я. Тогда приступай немедленно. Но сначала отоспись как следует. Ты еле стоишь на ногах. До мастерской ты не добежишь, поэтому иди в пещеру и спи на моей лежанке. Хорошо. Ответил я и отправился в пещеру спать.
Я проснулся ночью. Была полная луна, и она светила почти как солнце днем. Я немедленно отправился на реку устанавливать хижину для рыбаков. Дело спорилось, и с первыми лучами солнца хижина была полностью готова. Не хватало только тотема, самого важного атрибута строения, без которого его никто не стал бы использовать. Я отправился в мастерскую мастерить тотем. Быстро добравшись к мастерской, я очень быстро соорудил несколько тотемов и уже собрался бежать назад, как вдруг мне пришла мысль, что все равно еще рано, и в пещере все еще спят, а раз уже я здесь, то можно соорудить кухню. Что я и сделал, не теряя времени. К середине дня кухня была закончена, и я поспешил к рыбацкой хижине устанавливать тотем. Установив тотем, я решил немного порыбачить и увидел, что рыбак уже осматривает свое новое место рыбалки с важным видом, как будто это он всю ночь ее строил. Словив пару рыбешек, я отправился к старейшине. Он, как всегда, был на своем посту у верхних костров. Увидев меня, он угрюмо протянул: Пятница. Уже полдень. Если так долго спать, то мы точно не успеем спастись. Как бы нам боги в этом не помогали. Когда ты думаешь начинать строительство хижины рыболова? Я с важным и задумчивым видом ответил: Хижину рыболова уже рыболов осматривает. Как? Неужели ты уже ее построил? спросил старейшина. Да, уже готово и даже порыбачить немного успел. Вот пару рыб словил. Вот молодец какой. Зря, значит, я на тебя ворчал. А копья для рыболова и еду ему в хижину тоже отнес? Еду и копья? Удивленно спросил я. Нет, я не знал, что так нужно. Почему он сам не может себе это сделать? Потому что каждый должен быть занят своим делом. И не отвлекаться на то, что должен сделать другой. Его задача ловить рыбу. Так в нашем племени всегда было заведено. У меня было с собой несколько копий про запас, и быстро пожарив выловленных рыбешек на костре, я все отнес в хижину рыболова. После чего вернулся к старейшине. Пятница. Следующее, что необходимо сделать, это расселить всех из пещеры. Там довольно сыро, многие болеют, и только для моего здоровья полезно там находиться. Поэтому найди подходящее место и строй спальные хижины. Еще тебе нужно построить кухню и склад. Но прежде отправляйся к алтарю и возьми благословение богов на эти строения. Хорошо, старейшина. Ответил я и направился сразу же к алтарю. Я провел ритуал, пламя которое охватило ладан на алтаре, говорило о том, что боги одобряют нашу затею. После чего, уже изрядно уставший, я отправился к своей хижине-мастерской. Этот длинный и насыщенный день подошел к концу.